уважаемые друзья! Сегодня у нас внеплановая съемка, срочная в каком-то смысле, на тему «Золотая виза». В последнее время о золотой визе очень много ходили всяких домыслов, различных историй, но толком никто ничего не знал, и на самом деле в интернете пишут очень много информации, и она не всегда правильная. И многие инвесторы приходят к нам на выставку, они начинают задавать нам вопросы, а работает ли золотая виза, а что с ней будет. И сегодня мы хотим как раз рассказать об этом. Вчера, 19 мая, в португальском парламенте прошло заседание, пленарное заседание по закону «Больше доступного жилья». И сегодня мы будем задавать вопросы Олегу. Олег, что все-таки вчера произошло? Ну, Люция, очень долго уже ходили эти слухи, еще с 16 февраля, когда премьер-министр объявил после заседания Кабмина, что золотые визы закроют. Как ты помнишь, тогда практически большинство газет и интернет-изданий тоже вышли с заголовками, что золотой визы конец. Мы с тобой долго с этой темой боремся, долго всем объясняем, что это не так, что то, что сказал, даже если это премьер-министр, это не закон. Да. Так вот, после второго заседания Кабинета министров создали законопроект, отправили его в парламент, и опять все издания вышли с заголовками «Золотой визе конец», все уже отправили в парламент. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, как это работает в Португалии, отправили его в парламент в начале апреля, а обсуждение началось как раз 19 мая, вчера. Что же произошло и как прошли эти обсуждения? Для начала выступила министр жилья Марина Гонсалвеш. Ничего интересного она не сказала. Это обычная форма для того, чтобы начать пленарное заседание, что выносится на обсуждение и голосование закон «Больше жилья». И потом выступали несколько депутатов, которые воспользовались своим временем для выступления. Каждый высказывал свою точку зрения. И здесь нужно сказать, что парламент все-таки разделился на два лагеря, как это очень часто бывает, левые и правые. К сожалению, все-таки больше силы в парламенте сейчас у левых, у социалистической партии, но это не означает, что они могут решать все. В любом случае, партии, когда обсуждают в парламенте какой-либо закон, они думают о том, что будет дальше и как нужно будет дальше строить разные коалиции, поэтому все еще пока не ясно. Выступил депутат от партии Шега. Это правая партия, которая, собственно говоря, больше всего защищает закон «Золотая виза». И он, собственно говоря, раскритиковал решение правительства вообще выставлять на обсуждение в плане, в рамках закона «Больше жилья» именно этот подпункт, касающийся золотых виз. Раскритиковал именно то, что правительство ведет такую политику, что разрешает всем иммигрантам практически без разбора приезжать в Португалию, даже те, у которых нету работы, и те, которые потом записываются на разные субсидии, но при этом хочет запретить иностранным инвесторам инвестировать под золотую визу. И привозить свой капитал. Привозить свой капитал в Португалию. Он именно подчеркнул, что программа «Золотая виза» приносит очень большую прибыль Португальской республике. Дальше выступала депутат от социал-демократов Сандра Кошта. Она представляет партию ПСД на острове Мадейра. Выдвинула такое интересное предложение, чтобы сделать такой транзитный период на 9 лет, и чтобы конкретно в автономных округах, а именно на острове Мадейра и на Азорских островах, программа «Золотая виза» работала бы еще в течение 9 лет. Но должен сказать, что, к сожалению, это предложение не прошло. Сразу же проголосовали против. Дальше выступал Жорж Мендеш, это представитель также социал-демократической партии, который также стал защищать закон «Золотая виза». Но в итоге что произошло дальше? Выставили на общее голосование закон «Больше жилья». В том
плане, вот в котором, собственно, был составлен законопроект. И должен сказать, что парламент в общих чертах, это очень важно подчеркнуть, проголосовал за этот закон. За новый закон? Да. Значит ли это, что программе «Золотая виза» пришел конец? Вовсе нет. Я не зря подчеркнул эти слова, что закон приняли в общих чертах. Что это означает на самом деле? То есть в целом парламент согласился практически вот обсудить этот закон в деталях. Но для того, чтобы его приняли в деталях, законопроект отправили в так называемую 6-ю комиссию. Просто для общей справки есть несколько комиссий, и каждая из них ответственна за определенное обсуждение определенного закона. И вот 6-я комиссия будет обсуждать закон «Больше жилья». В комиссию входят специалисты из разных областей, адвокаты, представители разных ассоциаций, как, например, Ассоциация отельных предпринимателей, которая очень так твердо выступает за сохранение закона о золотой визе. В первую очередь, конечно, они защищают свои интересы, то есть то, что касается отельных проектов, но входят туда и другие комиссии, другие специалисты, и вот у них сейчас есть 60 дней, чтобы обсудить каждую деталь каждой части этого законопроекта. А законопроект состоит из нескольких частей. Золотая виза – это всего лишь одна часть этого законопроекта. Есть такие очень важные меры, как, например, способствовать строительству доступного жилья для малоимущих португальских семей. Есть такой пункт, например, как создать льготы для того, чтобы попросить у банка ипотеку. Есть пункт о том, как снизить налоги для тех, кто сдает жилье в аренду по доступной цене. Есть пункт о том, как упростить утверждение строительных проектов. Это, кстати, очень интересный пункт, который действительно, я, например, считаю очень важным для экономики страны. У нас, как многие бизнесмены, которые работают в строительном бизнесе, сталкиваются с этой проблемой, что иногда год, а то и полтора ждут утверждения проекта, который, собственно говоря, может быть утвержден буквально за 3-4 недели. Сейчас эта комиссия будет обсуждать этот закон в деталях, и через 60 дней они вынесут какой-либо вердикт. Может ли что-то поменяться? Поменяться может все. Абсолютно, на 180 градусов. Могут как оставить закон «Золотая виза» вообще в нетронутом виде, могут произойти изменения, могут запретить, но в целом, и, наверное, для нашей отрасли, можно сказать, к счастью, у нас все делается не так быстро. То есть 2 месяца будет обсуждаться, затем вынесут какой-то вердикт, затем отправят президенту. Президент может наложить вето, вернуть обратно закон в парламент или, в данном случае, в 6-ю комиссию на доработку. Может президент также отправить этот закон на утверждение Конституционного суда, что, скорее всего, и произойдет. И только после того, как Конституционный суд выскажет свое мнение, что да, этот закон новый по всем пунктам соответствует Конституции Португалии, вот тогда уже будет определен день, когда этот закон вступит в силу. А это уже другая история, потому что закон может вступить в силу как через несколько дней, что очень маловероятно, или я бы даже сказал практически невероятно. Может потому вступить... Что это тоже уже обсуждали. Это тоже уже обсуждали. Скорее всего, это будет как минимум несколько месяцев. То есть для тех наших и не наших заинтересованных инвесторов, которые хотят вложиться под программу «Золотая виза», я могу с точностью сказать, что как минимум вот на данный момент, 20 мая, как минимум у нас еще 3-4 месяца. Это как раз был последний мой 3-й вопрос, да, по поводу какие нас могут ждать пути развития вот этой всей ситуации. Олег все рассказал. Я думаю, надеюсь, что он ответил на некоторые вопросы инвесторов, всех заинтересованных людей. Но также вот мы хотели бы поговорить еще немножечко о том, что, вы знаете, очень много, как я уже говорила, информации в интернете ходит и по золотой визе, по программе тех людей, которые уже подались по этой программе на ВНЖ, тех, которые еще хотят это сделать. Они обсуждают разные темы. И вы знаете, мы пришли к такому выводу, что
Люди не совсем понимают, что же все-таки правильно нужно сделать в данной ситуации и как это вообще может развиться. Да? Очень многие говорят, что вообще золотая виза не работает. Программа не работает, нас обманули. Я даже слышала такие отзывы как бы вот уже того, кто инвестировал здесь, что нам надоело ждать, мы хотим уехать. Вы знаете, мы хотим дать совет, не нужно этого делать. Подождите, потому что программа на самом деле работает. Она работает, просто бывает, вы знаете, исходя из того, что мы слышали у этих инвесторов, да, разные истории, мы сейчас некоторые из них обсудим. Вы знаете, нужно посмотреть, насколько был правильно проведен весь ваш процесс по получению ВНЖ вот по этой программе. Или, может быть, где-то просто процесс завис, потому что ведь зависит еще, где процесс подали, в каком городе, в Лиссабоне, в Порту или где-то там в Виана-ду-Каштелу. Я вот сама лично подавалась на паспорт Португалии, мы подавали меня в Визеу. Почему? Потому что там меньше процессов, там быстрее этот идет процесс сам по себе. А в Порту он был бы медленный, намного дольше времени занял, понимаете? Вот. И поэтому мы вот с Олегом хотели бы вам рассказать некоторые, наверное, ситуации, истории, которые уже произошли с людьми. И на самом деле дать вам совет: не торопитесь, подождите. Может быть, еще 3-4 месяца, и все разрешится. Олег, расскажи вот и истории, которые у нас есть, и вообще, что ты думаешь по этому вопросу в плане того, что вот... как процесс все-таки завершится, не завершится? Могут ли кто-то вот все-таки не получить ВНЖ, да? Могут ли, так сказать, государство обмануть кого-то? Или все-таки вот это работает и до конца нужно идти? Ну, государство обмануть кого-то нет, не может. Ты прекрасно знаешь, что у нас нету ни одного отказа, но к нам обращается очень много клиентов, не только наших, да, но и со стороны, кто начинал этот процесс вовсе не с нами, и кто узнал о нас, может быть, совсем недавно. Да. Очень часто обращаются люди, которые работают с другими адвокатами, например, с какими-то адвокатскими конторами или с адвокатами-одиночками, и мы обязательно находим какие-то ошибки. То есть, если что-то пошло не так, значит, что-то было не так сделано с самого начала. Да, есть опоздания по срокам, но они есть у всех. Вне зависимости, с каким адвокатом вы работаете, кто является вашим законным представителем. Сейчас, например, вот очень важный момент произошел в начале апреля. Была сделана реструктуризация иммиграционной службы. Она сейчас даже называется не СЕФ, мы ее продолжаем также называть, потому что по привычке, но сейчас эта организация называется АПММИ. Название сложное, СЕФ гораздо проще, но не в названии дело. На самом деле очень здорово, что видно, что лед тронулся. То есть я могу сказать, что только по нашим клиентам, которые подавались в ноябре-декабре 2021 года, и которые многие из них уже отчаялись, опоздания по срокам были просто огромные, мы с 6 апреля по сегодняшний день получили 16 одобрений кандидатур. И хотя у нас есть клиенты разных национальностей, но, как это ни странно, вот из них 15 это именно россияне. И одна клиентка из Казахстана. Опаздывают по всем клиентам. Вот мы на россиян получили, а на клиентов, например, граждан Израиля, Индии, других стран, которые подавались в то же время, мы еще пока одобрения не получили. Просто не дошла очередь. Тут не вопрос национальности. И очень часто обращаются клиенты, которые начали процесс не с нами, и для того, чтобы их проконсультировать, а я напомню, консультируем мы бесплатно, мы не берем деньги за консультации, иногда, знаете, срабатывает просто вот чувство поддержки ближнего, и хочется человеку именно хотя бы понятно объяснить, что произошло. Другое дело, если мы начинаем с этим клиентом работать, но консультации бесплатные. Люди к нам обращаются, мы обычно первое, что делаем, просим доступ на сайт АРИ, где была подана заявка по золотой визе. И иногда, честно говоря, трудно даже объяснить, как адвокат лицензированный может делать такие ошибки. У нас был такой случай, когда вот наша клиентка Елена, она по рекомендации обратилась к нам, не мы продавали ей недвижимость, не мы занимались ее процессом, она попросила помочь. Когда мы все-таки добились от ее бывшего адвоката доступа и пароли на сайт АРИ,
мы ужаснулись. Да. Потому что все документы были загружены правильно 2 года назад, но адвокат не нажал на кнопку «Отправить». И эта женщина ждала 2 года какого-либо результата, а результата быть не могло. Документы даже не были отправлены. Но она наверняка ведь, как бы ее мнение было о программе, да, что программа не работает. Совершенно вот я верно. жду 2 года, вот у меня ничего нет. То есть на самом деле, в первую очередь, попытайтесь найти специалиста и попросить второе мнение, чтобы он посмотрел вот всю вашу ситуацию, правильно ли все было сделано. Вот это первое нужно, что сделать. Ну, Люция, найти специалиста в Португалии непросто. В Португалии есть много адвокатских контор и много, собственно говоря, даже тех же адвокатов, но люди должны понимать, что эти специалисты, они специализируются на каких-то разных частях закона, да, то есть если это адвокат, это не значит, что он обязательно разбирается в законе о золотой визе. Он может быть хорошим специалистом по бракоразводным процессам, но это не означает, что он хороший специалист по золотой визе. В итоге, чем закончилась вся эта история Елены? За 9 месяцев мы сделали ВНЖ. Совершенно недавно, вот сейчас, как я уже упомянул, иммиграционная служба начала действительно уже вроде как работать в полную силу, начали приходить одобрения на всех наших клиентов, и к нам обратились не наши, опять же, клиенты, которые тоже подавались в это же время, но вместо одобрения они получили сообщение от иммиграционной службы, что ваша заявка не может быть одобрена, ваша кандидатура не может быть одобрена, потому что не хватает целого списка документов. Когда начали изучать процесс, чтобы помочь этой семейной паре с ребенком получить все-таки долгожданный ВНЖ, мы обнаружили, что они пошли по программе 350 тысяч, купили недвижимость на 352 тысячи, и все бы хорошо, если бы не тот факт, что по этой программе нужно еще и предоставить контракт на строительные работы и показать, что эта недвижимость была улучшена. И она была улучшена, но строительные работы провела не лицензированная компания, а дядя Вася без инвойса. И доказать это сейчас практически невозможно. Помимо этого, не была предоставлена декларация из банка о том, что деньги пришли из-за рубежа, да, что они были использованы под инвестицию на золотую визу. Мы думали, еще есть какой-то небольшой шанс все исправить, но когда клиентка сказала, что главный инвестор супруг, а счет был открыт на нее, и мы уже поняли, что декларацию банк может выдать на супругу, которая не является главным инвестором, тут уже ничем не помочь. К сожалению, помочь ничем нельзя. И мы помогли этим людям подать на Manifest of Interest, то есть по другой программе, потому что они уже живут в Португалии, у них есть доход, они сдают квартиры в аренду. Конечно, всегда есть какой-то выход, но они потеряли время. Они очень долго ждали, и сейчас по другой программе мы начали заново процесс. Да, к сожалению, это именно так. Но нельзя сказать, что программа не работает. Это была явная ошибка юриста, которая с ними работала. Она просто не знала, какие документы нужно подавать. И это, казалось бы, просто. Это просто даже для меня, я не юрист, как ты знаешь. У нас работают юристы, но мы просто уже так долго этим занимаемся, что, хочешь не хочешь, становишься экспертом во всем, что связано с золотой визой. Для их адвоката это была вот такая вот неразрешимая задача. Что я могу посоветовать? То же самое, что, в общем-то, повторить то, что ты уже сказала. Ищите третье мнение. Обращайтесь к нам, обращайтесь, это бесплатная услуга, мы поможем, если сможем, конечно, и мы проконсультируем, как правильно дальше поступить, какой-то документ можно все-таки еще добыть задним числом, можно что-то исправить, но, к сожалению, для нас таких случаев, не то чтобы очень много, но все-таки их больше, чем должно было бы быть. И, как я уже говорила, может быть, не спешите уезжать из Португалии.
дождитесь своей карты, потому что у нас тоже вот недавно буквально был такой случай, клиент не наш, опять же, просто он каждую выставку подходил к нам, и у Олега консультировался, задавал свои какие-то вопросы, у него были какие-то сомнения, то есть, а кто с ним работал, на эти вопросы ему не отвечал, ну или отвечал не совсем правильно. И вот он как-то спросил еще, по-моему, в ноябре, да, сказал, что вот, ну все, вот я жду, ничего нету, наверное, надо бросать. В феврале мы с ним разговаривали, да, и вот буквально позавчера он позвонил и поблагодарил за то, что действительно прогноз оказался верным. Конечно, это всего лишь прогноз. То есть я не хочу сказать, что я могу наперед сказать, что произойдет завтра, к сожалению, не могу. Но исходя из из какой-то логики определенной, да, и работая в этом каждый день и целый день, мы уже начинаем, хотим мы этого или нет, понимать, как работает иммиграционная служба, где можно ждать опоздания по срокам, а где вот сейчас вот пойдет. Я уже в феврале всем клиентам советовал дождаться до конца мая. И вот почему? Не просто потому, что вот я, там, не знаю, стрельну в молоко. Дело в том, что было видно, что реструктуризация СЕФ уже подходит к концу, и где-то была определенная надежда, что это поможет и лед тронется. Так и произошло. Собственно говоря, сейчас мы каждые 2 дня получаем утверждение кандидатуры на какого-либо клиента. И есть еще один такой момент. Очень много в интернете тоже пишут о том, что вот не, русским там стоит, вот значит, русским, белорусам стоит какой-то там вот барьер, что нет, дальше не пускать. Это и так, и не так. Этот барьер был поставлен, когда начались военные действия или война, каждый называет это как хочет, но суть от этого не меняется. Да, были заморожены практически все процессы россиян и белорусов. И что произошло? Это специфика страны. Заморозили, а разморозить, кого-то разморозили, кого-то забыли, кто-то остался. Поэтому сейчас, вот на сегодняшний день я могу сказать так. Если до конца мая по вашему кейсу не будет никаких новостей, подавайте в суд. Мы от имени 5 клиентов уже подали в суд. Потому что клиенты эти были не те, которые подавались в ноябре-декабре 2021 года, а гораздо раньше, даже клиенты, которые уже прошли биометрию. Из 5 процессов 2 уже выиграли, по 3 процессы в суде еще продолжаются. Один из этих 2 клиентов уже получил карточку. Да, есть, конечно, проблемы, они есть, но они решаются по закону. Не надо просто принимать поспешных каких-то решений. Проконсультируйтесь более чем у одного специалиста, в конце концов. Позвоните мне, позвоните еще 3-4, посмотрите, что люди говорят, насколько уверенно они говорят, насколько они владеют информацией, это очень важно определить. Но я думаю, что для наших соотечественников и для людей, которые, мы говорим о людях, собственно говоря, достаточно состоятельных, которые заработали деньги, это люди образованные, они умеют делать выводы, и они быстро определят, кто в чем является специалистом или экспертом, и кто говорит то, что действительно знает, а кто пытается как-то вот ускользнуть от ответа. В результате вот таких вот консультаций выберите правильного специалиста и боритесь за свое счастье и за свой кейс. Я надеюсь, что мы помогли вам разобраться хотя бы с некоторыми сомнениями. Пишите нам, задавайте вопросы, звоните нам. Все контакты у нас есть. Будем на связи. Спасибо.